счастью, бомба не взорвалась и никто не пострадал. Это место должно быть узнаваемо для тех, кто смотрел «Игры престолов». Он подкрадывается. Опа! Ух, какой борзый! Просто вау! Это все, что я могу сказать насчет этого дворца. Я ранее его не помечал и вообще о его существовании ничего не знал. Комната страха, похоже. Люблю такие темы. О, здесь вообще жестоко все. Столько голов отрубленных. И этому чуваку я бы не позавидовал. Вот так выглядит кроличья порция. Сейчас узнаем, насколько она аппетитная. Я надеюсь, что если я застряну, то меня как-то отыщут в итоге, чтобы вытащить отсюда. Всем привет из Мальты. Это мой 9-й и предпоследний день в этой стране. Эту страну я исколесил вдоль и поперек и посетил практически большую часть из всего, что здесь можно посетить. Но все же у меня остался незаконченный должок в нескольких местах. И сегодня я решил наведаться в обязательные места, которые до этого момента я еще не посетил. Итак, я начну свое утро с знаменательного собора для Мальты в городе Моста. Это собор Ротонда. Кого-то здесь сегодня хоронят. Это место примечательно прежде всего тем, что во время Второй мировой войны, во время бомбежек, в этот собор упала авиабомба, пробив вот этот купол. И что интересно, в этот момент здесь проходило богослужение и находилось около 300 человек. К счастью, бомба не взорвалась и никто не пострадал. С тех пор это место является чудом и особым знамением. Кстати, здесь вот есть Museum Boom. Видимо, что-то сохранили. Вот и та самая бомба, которая упала в этот собор, пробив купол в 1942 году. Приблизился к куполу. Вообще он так отреставрирован, что кажется, как будто бы этот собор был построен не так давно. Даже не верится, что в 1942 году реально сюда упала авиабомба.
Я приехал в город Мдина или Рабат. Это два города, которые сливаются в единое целое. Основной достопримечательностью здесь является старый город в цитадели, в Мдине. Я, пожалуй, с нее и начну. Заходим в крепость через главные врата. Это место должно быть узнаваемо для тех, кто смотрел «Игры престолов». Этот сериал, помимо Дубровника, снимался также и на Мальте. Здесь есть кафедральный собор и кафедральный музей. Но я уже на Мальте облазил столько соборов и столько музеев, что в этот раз я, пожалуй, пропущу. Здесь вот нашел магазин интересный, где продают вот такие изделия из стекла. Фисташковый тортик сладенький, я бы даже сказал, чересчур сладенький. Вот, подкрадывается, подкрадывается, подкрадывается. Опа! Ух, какой борзый! Опа! Это Палаццо Фальсон, одно из самых старейших зданий в Мдине. Некоторые части конструкции этого здания датируются 13 веком. Последним владельцем этого дома был некий капитан Гольшер, который жил здесь еще относительно не так давно, в середине 20 века. Гольшер очень увлекался историей, архитектурой и мальтийским наследием. И многое, что здесь я сейчас вам покажу, это являлось частью его коллекции. Семья Гольшера занималась судоходным бизнесом с момента прибытия на Мальту еще в середине 19 века. Помимо ранее перечисленных увлечений Гольшера, он также интересовался искусством и сам же рисовал. А вот на этих часах изображен корабль, на котором прибыли шведские члены семьи Гольшера на Мальту. А так выглядела комната дворецкого. Вполне себе уютно. Но это была гостиная. Здесь также много интересной коллекции. Мебель, вееры, посуда. В этой библиотеке более 4000 книг. Просто вау! Это все, что я могу сказать насчет этого дворца. Я ранее его не помечал и вообще о его существовании ничего не знал. Я минут 5 раздумывал, идти, не идти, идти, не идти, потому что я не стал до этого заходить ни в один из музеев, который ранее помечал в Мдине. В итоге я после колебаний все же сюда зашел, и я ни на секунду об этом не жалею. Неплохая такая спальня в интересном стиле. А что здесь? Комната страха, похоже. Люблю такие темы. О, ему только что башку отрубили. Прям комната пыток. Здесь, похоже, прокаженные лежат. О, здесь вообще жестоко все. Столько голов отрубленных. И этому чуваку я бы не позавидовал. Привязали, еще пытают каленым металлом. Доигрался. Вот нефиг было грабить.
deliver you from the absurd and oppressive yoke of Опять я не прогадал с музеем. Я думал, что это будет какая-то туфта, комната страха для детей. А на самом деле очень даже ничего. Прежде чем я перейду из Мдины в Рабат, я решил пообедать, заказал себе пивка и сейчас в ожидании мальтийского национального блюда в виде кролика. Вот так выглядит кроличья порция. Сейчас узнаем, насколько она аппетитная. Я так нормально объелся, переел, при этом даже не закончил всю порцию. По объему за порцию я даю 10 из 10. По вкусу дам, пожалуй, 7. Было неплохо, но чего-то не хватало, какого-то соуса. Так, в принципе, нормально. Здесь есть еще один дом-музей, Каса Бернард. Я слышал хорошие отзывы про это место, но, честно сказать, я боюсь, что у меня уже просто не хватит сил на несколько подобных мест за один день. Поэтому я, пожалуй, пойду дальше. В Рабате я тут решил посетить несколько интересных музеев. Тут общий вход за 6 евро. Шелтерс было как-то скучновато, широкие коридоры с пустыми комнатами, а вот в катакомбах как-то веселее, такие лабиринты. Я надеюсь, что если я застряну, то меня как-то отыщут в итоге, чтобы вытащить отсюда, эвакуировать. Здесь есть еще одни катакомбы, более масштабнее, чем те, которые я был до этого. Ну, ладно, я уже не буду туда идти, потому что мне уже начинает все приедаться и задалбливать. Поэтому я прогуляюсь еще немножко по улочкам Рабата и последую к побережью. Там тоже еще я не все изведал. Поеду я дальше искать другие смотровые площадки, потому что мне кажется, здесь можно найти что-то получше, чем то, что я нашел сейчас.
На этой ноте я буду заканчивать свой выпуск. Поеду я сдавать машину. Завтра у меня еще есть один полноценный день. Я подумаю, что делать, куда податься, что я еще не видел в этом государстве. Я думаю, я постараюсь найти такие места и показать. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, лайкайте. Увидимся. Пока.